Друзья, всем привет, Кэп у микрофона. В этом коротком ролике мы с вами посмотрим на новую инди-игру под названием Dungeons of Edera, выход которой в ранний доступ Steam намечен на 28 августа. Dungeons of Edera — это приключенческая инди-экшен-РПГ-игра Dungeon Crawler с процедурно генерируемыми уровнями, наполненными бросающими вызов врагами, боссами, множеством ловушек-блендеров, которые не раз намотают вас на свой вал, а также горами, огромными горами различного лута. Подземелье Эдера по геймплею и сути игры немного напоминает знакомый многим Зиккурат и менее известный Омни Футман, ссылка на который будет в описании. А теперь к деталям. Боевка. Боевка в Dungeons of Edera всеми силами пытается быть похожа на Souls-like. Тут тебе и перекаты, уклонения, блоки и даже парирование, приправленные бафами и боевыми умениями. Однако на поверку чувствуется излишняя упрощенность и простота геймплея, особенно в бою против обычных монстров. Убийство обычных врагов, гоблинов, орков и тому подобных не вызывает особых проблем, особенно при наличии хорошей амуниции или прокачанных АОЕ-скиллах. В игре есть два типа атак ближнего боя. Обычная легкая атака и сильный выпад, который бьет по ощущениям на 10% больше обычной атаки, что немного странно. Однако, чтобы боевка не казалась уж совсем скучной, разработчики гармонично дополнили обычные удары наличием нескольких веток умений вашего персонажа, позволяя создавать свой уникальный билд из 4 основных веток. Кроме пресловутого воина, танка или же берсерка с двуручной палкой, можно также создать себе мага, лучника или даже что-то гибридное, выбрав себе лучшие стороны онных веток и значительно упрощая прохождение подземелий. Убивая монстров и выполняя задания, мы получаем опыт и вкладываем его в прокачку нужных скиллов. Лут. В игре лута много. Очень много. Лут в игре делится на виды не только по его типу, но и по качеству свойств, начиная от обычных и заканчивая легендарными. И вам точно придется перебрать не один десяток, а то и сотни предметов различных свойств и качеств, прежде чем вы найдете то, что подойдет именно вам. Графика. С графикой в игре не все так однозначно. Сначала игра балует нас неплохими видами и в целом простой, приятной, хоть и немного пересвеченной картинкой, которую, к слову, обещает исправить к выходу в ранний доступ. Но есть в игре один момент, который вызывает у меня вопросы. Это выпадающий цветной лут в виде ярких мешочков, коробочек и топориков, который явно плохо гармонирует с окружающим миром. Режимы игры. В игре Dungeons of Edera присутствует два игровых режима на выбор. Первый — сюжетный ролевой режим, где вас ждет полное погружение в историю мира Эдера. И второй — классический режим покорителя подземелий, где без лишней мишуры вы сразу пускаетесь истреблять бесчисленные полчища монстров, стоящих между вами и вашим лутом. Начать игру я бы советовал именно с сюжетного режима. Именно в нем вас ждет плавное погружение в мир основных механик и особенностей игры, попутно приправленные нотками простенькой истории мира. Игра начинается с короткой истории о проигранной войне вашего государства силами Асварского королевства, которая буквально стерла остатки былого величия вашей империи с лица земли. Затем мы начинаем свой тернистый и долгий путь простого воина, вернувшегося в свою деревню в аккурат после битвы. Получив знатную порцию тумаков и вдоволь наевшись земли, отправляемся на поиски ваших родителей в сожженную деревню, попутно любуясь неплохими видами самой игры и вырезая неугодных нам супостатов. В деревне предсказуемо не остается никого из ваших родственников, а в конце нужно будет убить простенького босса, капитана Асварийской империи, убийство которого наконец-то позволяет нам кастомизировать своего персонажа. К слову, кастомизация персонажа в Dungeons of Edera не блещет обилием деталей и мелких настраиваемых элементов, поэтому вы обязательно создадите брутального бородатого норда, но это не точно. Выбрав персонажей фракцию, коих в игре 3, вас целиком погружает в мир партизанского сопротивления. Мы появляемся в маленьком лагере, где-то в очень глубоком лесу, и с нами будут взаимодействовать только два NPC. Скувис, мужик, который по КД отправляет вас на очередную очень важную миссию снабжения для поддержания лагеря, а также NPC Валиси, местная барыга, которой вы непременно захотите продать свой лут и получить за него огромную гору денег. Да, именно так, в лесу-то они вам точно пригодятся. Ну, вдоволь набродившись по полупустому лагерю, соглашаемся на одно из целой череды похожих заданий, после чего нас телепортируют в одну из сгенерированных локаций, доверху наполненной гоблинами, орками, жаждущие вашей смерти, и абсолютно не готовы делиться с вами своими сокровищами. Но кто их будет спрашивать? Достигнув цели задания, нам предложат открыть портал и вернуться домой за наградой. Но мы не будем спешить и отправимся вглубь локации, где нас неизбежно будет ждать алтарь навыков и босс, который просто так не готов делиться с нами своим лутом. Кстати, в игре есть несколько типов боссов. От простых, вроде медленного танка с щитом и мечом, до сложных, вроде турбореактивного мага, который уж точно попьет немало ваших нервов и крови. Но конец всегда один. Убиваем босса, получаем
получаем здоровенный сундук сокровищ и самое главное доступ к алтарю, который дарует нам один из случайных пассивных перков. Вернувшись в город, повторяем рутинное выполнение заданий, параллельно получая мелкие порции простенького сюжета, пока в один из дней вас все же не перенесут в крупный по местным меркам город. Вот тут-то и начнется игра. В городе нас ждет целая уйма как сюжетных заданий у различных NPS, так и простых контрактов, получаемых на доске объявлений, которые делятся по уровням сложности. Из интересных моментов в городе я бы отметил наличие помимо обычных торговцев специальных NPC, в частности наперсточника, который за фиксированную сумму продаст вам случайный предмет случайного качества, короче говоря, казино в чистом виде. Также в городе можно наткнуться на NPC, который за деньги готов продать вам одного из доступных на данном этапе игры компаньона. Рекрута, боевого мага, лучника, хиллера или даже паладина. Но практика показывает, что не стоит возлагать на них особых надежд, ибо дамажат они в сравнении с вами довольно слабо, да и хп у них выходит достаточно быстро, что не позволит им танчить, но все же это компенсируется их низкой стоимостью. Вот, наверное, и все особенностями, которые на данный момент может похвастаться игра. Неплохая графика, простая, но эффектная боевка, простенький сюжет, куча лута, подземелий. Собственно говоря, вся суть игры сводится к бесконечному прохождению подземелий ради поисков лучшего снаряжения и совершенствования билда своего персонажа. Dungeons of Edera на текущий момент явно сыровато, о чем нам говорит клеймо раннего доступа, но ставить на ней крест точно не стоит. Мне видится, что из нее может выйти вполне годный данжен-кроулер, если же разработчик все же сможет довести ее до ума. Подпишись, поставь лайк и поделись этим видео со своими друзьями. У микрофона был Кэп, до скорой встречи на стримах.